Привет, друзья! Всем привет! Вы на канале Гитарная лаборатория. С вами диванные эксперты, профессор Владимир Сергеевич И доцент Алексей Алексеевич. И что нам в лаборатории лаборанты подогнали? Нам подогнали процессор от компании Haton Ampero. Когда-то давно мы с Алексеем уже крутили младшую модель Haton Ampero One. По сравнению с предыдущей моделью, что здесь прежде всего добавилось? Здесь добавилось 3 крутилки внизу под тачскрином и третья кнопочка. И казалось бы... еще вот эта вот кнопочка блок, про которую мы еще позже. И казалось бы, что такого вот третья кнопочка? Четвертая, контроль остался, а тут вот раз, два, три. Это что сделало? Это сделало из процессора, который больше предназначался типа для случайных репетиций, но в основном домашних занятий, отличного компаньона для профессиональной концертной деятельности. Ну и к слову, про концертную деятельность, давай сразу про эту кнопку. Кнопка невероятная, кнопка прекрасная. Впервые такое вижу, на самом деле. Вообще, да. Киллер фича. Фрактал аудио на заметочку. Вот. Жмем кнопочку «Заблокировать» и все. Никакие ручки громкости, никакие контроллеры, ничего вот это вот то, что обычно всегда случайно поворачивается, не работают больше. То есть только кнопки управления ногами включают, выключают эффекты, все остальное не работает. Соответственно, отчекались перед концертом, заблокировали все, больше никакой стейдж-дайвер не повернет вам своей неуклюжей лапкой громкость, и вы не будете звучать... В общем, и ваши настройки все сохранятся. Это очень круто. А теперь давайте перейдем к прослушиванию. Благо, есть что послушать. Ну что ж, давай познакомимся с управлением. И вообще вот первое, на что обращаю внимание, дело фрактал аудио живо. Вот кнопочки контроль, переключают сцены, я так понимаю. Да, все похоже, такое же есть и на Line 6, такое же есть и у многих. Но вообще лейаут процессора примерно такой, как это называется, workflow, мы же на русском. Вот, как строится, взаимоотношения ваши с процессором на сцене. У вас есть первый банк, например, вот P01, и в нем есть 3 разных звука, которые вы используете в песне. Например, чистый, перегруженный и совсем перегруженный. Или кранч, или неважно. Соответственно, вы можете их переключать одним движением ноги. Здесь переключается все от громкости до... Вообще все можно поменять между ними. И в каждом из них доступна кнопочка контроль, которая переключает сцену. По-моему, очень удобно. Следующая песня. Вы нажимаете на 2 кнопочки сразу. Оп, P02. Оп, P01. Вернулись. То есть, просуммировав, получается у нас 6 звуков на песню, грубо говоря. Да, просуммировав 6 звуков на песню. Давай послушаем, что здесь, например, предлагается в первом. В пресете под названием Welcome to Ampero. Такие вот 3 довольно контрастных звука. Кстати, в принципе, на песню этого должно хватить. Да. Может быть, лид, звук какой-то по-другому я бы перерулил, но это уже мои хотелки. Суть не в том, что что-то там перерулил. Это понятно. Самое главное, на что я точно обратил внимание, на то, что послушал, довольно быстро переключаются сами все звуки. То есть вот смотрим, я включил первый звук. Нету этой мерзотной паузы между переключениями кабинетов, которая есть, как у очень большого количества, даже самых-самых-самых топовых дорогих процессоров, которые стоят больше, чем 1000 евро, скажем так. А здесь такой проблемы нет. Это, конечно, молодцы, оптимизировали. Почему же мы продали AX8? Или как он назывался? AX8? AX8, да. Вот. Поехали дальше, давай послушаем, что еще есть. Здесь, кстати, тачскрин. Да, если вы забыли с Haton Ampero One, тачскрин остался. И послушаем.
очень понятно, какая разница была. Ну, я тоже не знаю. Что, следующий банк? Ну да, давай посмотрим. Давай, твоя очередь. О, стой. Тап-темпо. Здесь обращу внимание, что при удержании контроль, но можно менять это с контроля на тап-темпо, что, мне кажется, довольно актуально часто. А вот этого я не видел. Это прикольно. Это, ну, что мне понравилось, вот сразу прям то, что говорю. Когда мы с тобой смотрели Ampere One, я подумал, ну, классно, там есть импульсы, все здорово, но я себе не представляю, как я на нем буду играть на концертах. Хотя есть примеры процессоров, которые при наличии только 3 кнопок можно сделать вообще все. Тот же вот этот новый FM3 от Fractal, там вообще какое-то совершенно невероятное управление на 3 кнопках построено, которое возможно использовать. Тот же, там, не знаю, HX Stomp, у меня никогда не было проблем с тем, что на нем там что-то переключить. А вот когда вот это вот вправо-влево по банкам, я думаю, ну, блин, ну как вообще выстроить работу с процессором, чтобы не запутаться, чтобы там, ну, это прям реально геморрой. То есть ты через 3 звука же не будешь переключаться прямо во время песни. А иногда бывает, что тебе нужен первый звук, потом третий, потом второй, да, потом третий, потом первый. И как-то это можно выстроить в разных порядках. Ну, короче, вот то, что они сделали здесь, мне прям реально нравится. Ну, что, ну и еще замечу, да, помимо всего прочего, сами пресеты адекватные, вот что. Да, сами пресеты стандартные. Да, если честно, вот эти импульсы, они везде как только появились. Все сразу так прилично звучит, прям вообще загляденье. Давай, да, покрутим, наверное. Да, покрутим. Давайте посмотрим, что можно настроить самостоятельно. Итак, мы заранее нашли пресет, точнее, не нашли, ну, где-то подальше там мы выбрали. Все выключили, вот у нас все отключено. Да. Дальше можно, соответственно, покрутить. Ну, давайте начнем мы с усилка. Значит, заходим. Ой, не заходим. Edit. Да. Листаем. Он. Вот. Угу. И тут у нас... Ну, большое количество разных моделей. Моделей усилителей реально много. Их там что-то под 60. 60 с лишним моделей усилителей — это больше, чем нужно человеку. Обычно все находят 1-2 усилка, которые им нравятся, и на них как бы и остаются. Точно так же, как в реальной жизни. Ты же не будешь каждый день перебирать сотню-другую. А я тем временем он нашел Dual Rector. Отдельно хочется сказать, что вот. Rector Dual 5. Да, этот процессор пока приз взял за самые крутые названия. Да, вот, например, знаешь, как тут дизель называется? Дизли. Ну, я как доцент, я ректора выбираю, короче. Давай. Себе. Так, дальше. Кабинетик. Кабинетик. Edit. Тык-тык-тык. Он. Угу. Так. Танжерин, Солоист, Урбан, Энгель. Богер. Ректор. Ректор 4 на 12. Так, да, ну, ректору нужен ректор. Основные на импульсах пресетики, что, конечно, приятно. Там еще, кстати, прости, пожалуйста, я тебя перебью. Обрати внимание, что можно выбрать микрофон, можно выбрать позицию Z, позицию Y. Короче, очень много разных вариаций. Ну раз пошла такая пьянка, давай микрофоны посмотрим. 757? О, без микрофона. Кабинет без микрофона. Это как? Это и без кабинета. Ну, давай по классике. 57-й, да, наверное, 57-й. В общем, микрофонов тут хватает. Ну да. Так, послушаем, наверное. Давай. Посмотрим, какие есть настройки, что-то мне сегодня не сходит. У усилителя есть настройки гейна, презенса, мастера, бас, требл, мидл. Ну, тут по классике. Все стандартно. Давай, гейна, наверное, наверняка. Да, под навалим, да? Ой. Как они прям отзывчиво. Ну, пока, давай поиграй.
Да, послушаем. Что-то зашумело. Надо, наверное, включить шумодав. Давай. On-off. Вот он. SmartGate. О, и зачем? тишина. И мертвые с косами стоят. FastGate, CustomGate. Ну, короче, куча разных гейтов. Пусть будет смарт. Он нам все заглушил. От добра. Педальки. Скримут. Скримут, Да. Равшан и Скримут. Так, гейн. Слушай, как много разных опять этих Гейн педалечек. в 0. Все остальное, как обычно. Ага. Кстати, не во всех процессорах так очевидно овер срабатывает. Да. Вот что характерно. Вот тут Давай он его прям это... Включим, выключим. Да, Разочек. давай для контрастности. Ну, Так. прикольно. Что, метальной звукан есть? Что, метальное соло теперь? Ну, для метального соло нам нужен метальной дилей. Метальной хорус, скажи. Да, метальной хорус. Куда без хоруса? Дилей здесь или хорус? Ну, Сначала. Ага, аналог... что? А Зора хорус. Я ничего не в курсе. Гранд Хориум. Хм. Да, название тут, конечно, огонь. Ну, их надо Детюн, Джеттер. не супер очевидные, надо сказать, местами. С усилителями все было прям в лоб. И вот ладно, 90 фазер тоже в лоб. Но куча всяких хорусов, которые я прям вот не могу сразу определить по названию. Что это вот за Зора хорус? А я всю же громкость открутил. Давай в миксе только поменьше сделаем, наверное. А вот тут нет микси. Видимо, это какая-то педалька, которая... Это не этот самый, не Орион хорус. Какой-то такой, у которого нету. А вот это что такое? Есть вариант... Вот какой-то хорус. Не, давай, знаешь, что я находил Давай. тут заранее детюн. О, давай. Вот. Сделаем его вот так поменьше. А драй как-то побольше. Я бы вот единственное собрал бы вот это вот в одну, наверное, крутилку все-таки. Это как-то... Тебе не кажется странным? Ну, у всех свои. Да. Ну, Ну, вдруг ты хочешь только детюненный канал без сырой. так драйв на полную выкрутится. Ладно, давай играть. Даже поменьше можно сделать. И, наверное, рейндж поменьше. Это он детюнит прям... Ух. Да. Ну, Мгм. почти 100 в сумме получается. Слушаем, да? Ну, похоже на Все то, что по Ван Халену. обычно людям нужно. Так, аналог. Что поделаем? Аналог. Ну, поделаем, надо включить. Угу. Так, аналог. В общем, много как дилеев. Я прям даже не ожидал. Мне кажется, в прошлом было прям поменьше. Ну, для кого-то, может быть, это минусом будет такая вот вариативность выбора, она иногда жизнь осложняет. Ну, Это как покупаешь... а мне нравится.
Мне кажется, все классно. Какой-нибудь вот такой дилей и пользуешься одним пресетом. Там. Какой же вот такой дилей, а это электрогармоник с Memory Man, и там просто один звук. Так вот, ревер тебе нужен, не нужен? Не, я без ревера. Ну и тогда Так, ну вот суммарно, прикольный звук. да, что у нас получилось-то? Ну что, большой звук. Теперь давай покрутим что-то под синглы. Итак, как обычно, я пошел искать Fender. Пошел искать усилитель, который мне нравится. И ревер. И ревер. Ну, это все, в принципе. Вот мы все и придумали. Посмотрим, что есть здесь вообще для чистого звука. Итак, это Tweed Deluxe, Bassman, Twin Blackface, Vox, Super Reverb Dual, Jazz Clean, видимо, это этот самый, Jazz Horus, Emperor Clean. Короче, довольно много. Вот даже есть Dr. Z. Как-то так у них получилось. Я выберу усилитель, который я очень хорошо знаю в реальной жизни. Это... Где он там? Супер... Marshall MG15. Супер Dual, ха-ха. Супер Dual, что-то там, Fender. И под него подберем кабинете. Кстати, если лень заходить в менюшки, можно прямо вот здесь вот модель нарулить, если не хочешь смотреть ничего в плане список вот этого всего, какие там микрофоны подзвучены, вот это все. То есть стандартный выбор какой простой можно и здесь выполнить. Даже вот с усилителем можно Super Reverb поменять на Black Twin. Или вот на Tweed Deluxe. Ну, вот Tweed Deluxe посмотрим. Ну, уже какой-то стреляющий чистый. Black Twin. Удивительным образом мне больше всего понравился Tweed Deluxe. Какие там есть настройки? Да, как обычно. Volume, tone, output. Ну, может, чуть-чуть побольше громкости. Чего мне не хватает сразу же, ну, кроме овердрайва? Кабинета? Кабинет я уже включил. Все хорошо. Второй кабинет? Второй кабинет, конечно. Не хватает немножко ревера. Давайте посмотрим, какие ревера вообще есть. Что сюда привезли? И это Room, Hall, Church. О, господи, как много. Ну, на самом деле, нет, 10 всего. Но есть шиммер. Насладились выключенным шиммером. Вот тут я удивлен, на самом деле. Прям... Весьма. Весьма интересно. Ну, я остановлюсь на классическом спринге, просто потому что... Столько вариантов. Ну, мы их послушали, а теперь спринг. Дикей побольше, тон побольше. Трейл. Ну, в общем, стандартные настроечки. Ну-ка. Что, перегруз? Ну, маленький какой-нибудь, незаметненький. Сразу зафонил. Их тут что-то очень много. Ты обратил внимание? Да тут всего немало усилков тех же самых. Да? Blue Sustainer, смотри. Много разных компрессоров, много разных просто бустов, что, конечно, добавляет интереса. А что по фузам? Акустик-симулятор. А вот сейчас пытаюсь найти. Тут, правда, очень много всего. Смотри, я вот на 50-м эффекте, это все еще
все еще ринг-модулятор. Ух, так, может, они там раньше? Какой кошмар. Ну, учитывая как их много. специфику названий, тут что-то где-то могло быть не там. Crunchy, Governor, смотри-ка. О, FaceFast. Ну-ка, на страте чуть-чуть откручиваем. Не стоило ожидать идеальной реакции на фуз, на ручку громкости от фуза в процессоре. Тем не менее, что-то там подчистился. Tube Clipper, Force Drive, Dr. Blues. Мне нравится название. Гейна поменьше. Давай побольше сделаем. Ну, кстати, очень отзывчивый перегруз. Тот мне понравился, да, Мне- с много гейна не захлебывается. Да, и, во-первых, смог день не захлебывается, а во-вторых, посмотри, как отвечает день на динамику. А переключи-ка на меня, тоже Давай. интересно. А расскажи-ка, что ты там делал? А я включил, посмотри, здесь есть интересные дилейчики. Такие вот. Ну да, блок с реверами и дилеями, короче, таит много интересного. То есть то, что я крутил с модуляцией, можно накрутить, просто используя один дилей. Да? Вот, имейте это в И виду. смотри, есть всякие Vintage Rack, Slowback, Multi-Head. Короче, что-то много всего. Винтаж рэк это Смотри, всякие Роланды какие-нибудь. там. экопрессов сколько. Тюбека, Магека. Блин, мне нравится. Давай, наверное, Невозможно закончить. Да, это началось это. Газ Да. традиционный. Давай перейдем уже, наверное, к дальнейшим всем фичам. Расскажем, Да. что еще есть, Давай входы-выходы посмотрим. и прочее. По входам-выходам, что здесь? Единственное, чего нет, мне кажется, это петли эффектов. Есть сбалансированные выходы, то есть XLR-ами, что огромный лайк, они потому что нет-нет, да и нужны. Есть выходы обычные, небалансные, причем, не могу это не отметить, вот смотри, вот здесь вот в глобале, прям в подключении, практически сразу за 10 секунд я нашел, что можно сделать выходы без кабинета на небалансные и выходы с кабинетом на балансные, что вообще очень круто, потому что в усилитель гитарный ты мониторишься через обычные выходы, там вообще не нужен кабинет, а, соответственно, в линию ты подзвучиваешь себя балансно, тем самым убираешь проблемы микрофонов и вот этой всей лабуды. В принципе, настрой. Ой, я помню, как раз гениально. городил два выхода, два разных усилка в процессоре. Один без кабинета, второй с кабинетом, чтобы... Да, а здесь это все одной кнопки работает, а с одной кнопки это очень круто. Соответственно, там все вот эти выходы для внешних аудиоисточников и так далее. Конечно же, есть USB для получения обновлений и работы с ним как с звуковой картой, с тем, чтобы можно было это все настраивать не с лба, а прям там типа через специальную приложеньку, которая есть. Там же есть менеджер пресетов, чтобы вы могли там, когда уже выяснили сет-лист на концерт, приблизительно раскидали там вправо-влево сценки, вот эти банки.
огонь. Еще есть лупер, ну, тюнер, все вот это тоже по традиции в Да, процессорах существует. лупер-тюнер, вот это И все есть. кнопочка драм есть. Твоя любимая. Да. Соответственно, есть еще и барабанчики, чтобы просто дома заниматься. И, конечно, друзья, нам обязательно отсыпьте лайков. Пишите вообще в комментариях, что вы думаете про этот процессор. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, ну вы там сами все знаете. До новых встреч. И запись. Да. Господи. Ну что ж, друзья, отсыпьте нам обязательно лайков. Давай еще раз, Да. как фаза сместилась, давай. Забрало, упало. Фаза — это папа по-английски. О, нормально. Поехали. Да, да.